Героиня нашего нового выпуска Дарья Сущинская – российская спортсменка, которая не понаслышке знает цену европейской мечте. 7 лет назад она переехала в Нидерланды и прошла огромный путь, чтобы теперь, накануне своего 25-летия, давать это интервью, будучи успешной войсковой всадницей с ясными перспективами и четким представлением о том, чем она хочет заниматься в дальнейшем. Добрый день! Здравствуйте. Мы к вам приехали. За поводом, да. Очень. Доброе. Так что добро пожаловать. Хорошо. Сейчас В нашу конюшню Сталперлей. Сталперле. Мы приехали сюда, чтобы узнать все секреты знаменитой голландской конюшни Сталперле. Конюшня Перле Стейблс, где живет и работает наша героиня Дарья Сущинская, основана в сердце Нидерландов в 1991 году. И за более чем четвертьвековую историю она зарекомендовала себя в конном мире как место, где можно действительно найти идеальную войсковую лошадь. Из подопечных можно увидеть под седлом таких звезд мировой выездки, как Андреас Хелькстранд и Шарлотт Дужардин. Настоящей гордостью конюшни является жеребец Астрикс в возрасте 5 и 6 лет, завоевавший титул чемпиона мира среди молодых лошадей. Этот выдающийся представитель студбука КВПН, рожденный в 2005 году во время своих выступлений, получал от судей отзывы: лошадь, о которой можно только мечтать. Теперь Астрик продолжает свою карьеру уже в качестве жеребца-производителя здесь, в Сталперле. Большое спасибо, что вы нас сюда пригласили, мы походили Вам по спасибо, конюшне. что вы к нам приехали. Очень приятно, что тоже видим своих людей за рубежом. Но для русских вы вообще сказка, для большинства. Потому что все знают, что да, для того, чтобы достичь каких-то результатов, необходимо хотя бы на время уехать за границу. Но очень мало кто себе представляет, что именно вы делаете, в каких находитесь условиях и реалиях. Как это все на самом деле. Как это все на самом деле. Изнутри, как это все происходит. Ты уже очень хорошо начала разбираться в голландских тонкостях конного мира. Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему ты сюда приехала? Именно сюда? Именно сюда? Да. Ну, это, наверное, произошло немножко случайно, потому что это было, когда мне было 17 лет, окончание школы, я решила с моей семьей, друзьями просто поехать в Амстердам, просто как по туризму, да, посмотреть. И мы очень долго искали, где бы конюшне именно взять просто частные уроки. Но проблема в том, что не все спортивные конюшни дают своих лошадей, чтобы первому встречному дать позаниматься именно со своей лошадью. Да, то есть, пожалуйста, да, бери уроки у кого хочешь. Мы очень хорошо у моей мамы, у нее подруга живет в Голландии, но она тоже русская, но уже давно живет. У нее тоже другая ее подруга, и они были знакомы с Питером и с Марайкой. И вот они так нас порекомендовали. То есть пытались как-то что-то найти сами, но это не получалось до последнего. Ты, в принципе, приехала сюда, да, и прям решила сразу остаться или как? Нет, так как у меня была в России тоже своя лошадь, я выступала по юношам на тот момент, и малый приз. Моя кобыла, да, она у нее были проблемы со здоровьем, она не могла дальше, то есть на янг-райдеров, то есть на юниорах не могла, то есть она не... Вот, и уже было, принято, то есть, да, то есть либо ее продавать, да, то есть что-то решать, вот. Но я приехала здесь, я потренировалась, то есть позанималась. Самое что интересное, что первой моей лошади был Чарли, на котором сейчас моя большепризная лошадь, на которой я сейчас езжу, тогда ему было сколько, я думаю, лет 7, наверное, лет 7 было, он был молодой, и
первая моя встреча с Чарли, это вот была первая моя встреча Чарли, Питера, и вот мне, то есть, выпала возможность, да. То есть он еще ничего не умел делать? Ну, он умел, но у него, то есть, была подготовка малых ес, да, то есть, вот на таком, то есть, что 7-летние лошади, да, вот могут. Вот. И ты приехала, то есть я приехала, да, я поездила, и вот то есть мне очень стало интересно все это. И, то есть я вернулась в Москву, но также мы продолжали, то есть именно держать контакт с Питером и с Марайкой. И я его, то есть потом пригласила Питера в Москву на мастер-класс. И вот как раз я окончила школу, и потом вот я попросилась потом Питера, я говорю, а можно я приеду на неделю именно посмотреть, поучиться? Питер, мы посмотрели вашу замечательную конюшню. Могли бы вы о ней рассказать поподробнее, в чем ее особенность, ее фишка? Именно в вашей конюшне, как вы считаете? К слову, эта конюшня функционирует уже немало лет. Мы постарались создать здесь уникальную атмосферу. Фактически мы работаем в окружении природы, поскольку база находится за пределами города. Это позволяет нам работать с молодыми лошадьми от 3 лет и доводить их до уровня большого приза. С животными работают профессиональные спортсмены, одни с более опытными, другие с молодняком. Мы готовим турнирных лошадей как для себя, так и на продажу. Например, на данный момент мы предлагаем лошадей от 3 до 6 лет. У нас созданы все условия для тренинга. Удобный манеж, прекрасная огороженная бочка для работы на вожжах, и ограда как раз помогает животным не отвлекаться. Большой плац. Кроме того, в 5 минутах езды на машине расположен лес. И все наши большепризные, молодые и опытные лошади раз в 1-2 недели имеют возможность выезжать в лес. Мы стараемся создавать все условия не только для людей, но и для животных. Одновременно тренируем лошадей и пытаемся сделать их счастливыми. Так, мы работаем лошадей раз в день, в зависимости от возраста. Добавок они гуляют, выезжают в поля. Это касается всех животных, в том числе турнирных лошадей и жеребцов-производителей. Раньше разведение было для нас скорее хобби, но сейчас мы регулярно получаем жеребят от наших большепризных кобыл. Что же касается жеребцов, мы используем в качестве производителя астрикса и замороженную сперму других лошадей. Астрик родился у вас? Вы его купили? Нет. Я приобрел его, когда ему было 2,5 года. На тот момент он выглядел иначе, был немного худоват. Мы привезли его сюда и начали заездку. И скажу вам, это оказалось несложно, так как у него отличный характер. Он очень добронравен. Когда ему исполнилось 4 или 5 лет, дайте вспомнить, кажется, все-таки 4, мы отправились на квалификационные старты. Тогда, если конь попадал в топ-15, он автоматически отбирался на квалификацию к чемпионату мира. Поначалу лошадь попадает в большую группу, состоящую примерно из 40 голов, где каждые 3 недели проводятся соревнования, в ходе которых 5 лошадей отсеивают. До конца испытаний доходит всего 7-8 лошадей. И последнюю неделю судьи отбирают 4 лучших для участия в чемпионате. Долго, да? Когда вы записывали его на чемпионат мира, какой аспект, какое было ожидание? Вы знали, что вы выиграете его? Он был одним из лучших. Несмотря на то, что на тот момент Эмили Шолтонс
Так вот, несмотря на то, что на тот момент Эмили Шолтон сработала с ним не так долго, мы видели прогресс, командную работу. Когда мы приехали на соревнования, и я смотрел на разминку других участников, я понял, что у нас есть шанс. Потому что пятилетние лошади участвуют в подобном турнире впервые, в отличие от шестилеток. Для них это первый большой старт. Я посмотрел разминку и подумал, что если Астрикс проедет езду без ошибок, мы можем попасть в тройку призеров. Я решил, что это вполне осуществимо, так как конь был спокоен и, в принципе, был не склонен к волнению на боевом поле. Часто бывает и так, что конь выполняет элементы на разминке хуже, но во время выступления стремится показать себя во всей красе. И, конечно, большое спасибо Эмили за проделанную работу. У нее огромный опыт. Из них получилась отличная команда. Вы хотели сразу купить? Честно говоря, я подарил Астрикса моей жене Марике на день рождения. Я коннозаводчик, продаю и покупаю лошадей. И тогда я получил очень выгодные предложения от нескольких компаний и частных лиц. Я рассказал об этом Марике, но она ответила нет. Очень правильно. Расскажите о ваших звездных продажах, теми продажами известным спортсменам, да, которыми вы гордитесь, сейчас смотрите, да, эта лошадь сейчас там-то, и именно у нас она начинала свою карьеру. Да, например, это Кенсингтон от Глеймурдейла. Говорила, которая Мы продали его Андреасу Хельгстренду, и он сейчас успешно выступает на чемпионатах мира. Конь находился у нас в тренинге около года, кажется, 7-8 месяцев. И за это небольшое, по сути, время его потенциал вырос в разы. Андреас долго держал его у себя, но потом отправил на Кёрунг. И это отлично. И сообщил нам, что дело пошло. Пока жеребец не лицензирован, но мы уже получили от него несколько жеребят. Я вам покажу попозже видео. Сейчас конь выступает в своей возрастной группе в въездах для пятилетних лошадей. У нас также была кобыла, которую мы продали спортсменке из Доминиканской республики. Сейчас она также выступает на чемпионатах мира. Да, кобылу зовут Фелиция. От Вивальди. Вивальди Полански. Полански Зейр. Интересно, что Дарья ездит на крупном жеребце по кличке Чарли Браун. Это брат Фелиции по матери. Мы продали кобылу в 7-летнем возрасте. Тогда она выполняла все элементы большого приза дома. И сейчас спортсменка стартует на ней по среднему призу номер 2. До большого на выездных стартах остался всего лишь шаг. Да, Шарлотта Дюжардин приезжала тоже, но они уже давние друзья. Да, я давно знаком с Карлом, наверное, около 25-28 лет. Он приезжал, когда я начинал свое дело здесь, а он запускал бизнес в Англии. Тогда он купил у меня несколько лошадей, и на тот момент он сотрудничал с Ники Берреттом. Мы постоянно поддерживаем связь, и сейчас, когда Карл был в Амстердаме, мы обсуждали слишком горячую лошадь, и он вместе с Шарлоттой приехал к нам на конюшню. То То есть обучаться. ты побыла неделю, Вернулась в Россию, да, и начала, то есть,
То есть Начала уже активная продажа, готовиться, готовится к переезду, наверное. Но это такой очень, наверное, прям то есть ты уже вот решила, я уезжаю Да, надолго, да? очень было странно, да, потому что я один ребенок в семье, у меня нету отца, у меня отец умер очень рано. Я как бы живу, да, с мамой, с бабушкой и как бы с тетей. То есть это вот моя Ты семья. Я единственный ребенок. Свет в окошке. Свет в окошке, и взяла и уехала из их гнезда. Особенно моя бабушка переживала. Ну, конечно, как так? Она одна, кто ее там, кто будет кормить? Куда неведомо, кто за ней будет там, кто ее будет готовить, кто ее кормить, она там голодная, несчастная. Что вот сейчас, да, то есть я уже полностью, уже как бы, да, то есть езжу, работаю лошадей, у меня где-то 7-8 лошадей в день. Вот, и мы работаем с Питером. Вначале было трудно, опять же таки трудно, наверное, то есть поменять свой менталитет, по-другому мыслить, по-другому думать, как вот европейский. По-европейски. Да, по-европейски. Не по-русски. Нет. И именно вот было... менять свой характер, и менять свой характер тоже, потому что, то есть я думала, что я приеду, мне все должны, мне все на блюдечке, но, к сожалению, я здесь по-крупному приземлилась. Если ты чего-то хочешь добиться в жизни, то действительно это только, то есть это работа, Было ли еще какое-то работа. вот такое вот разочарование, что ты думала, вот я приеду, вот будет так, а случилось не так? Ну, наверное, не было какого-то разочарования. Да, моменты какие-то сложные были, потому что ты одна, тебя никто не пожалеет, если ты что-то, если тебя кто-то обидит, не обидит, да, то есть тебе что-то кажется, да, то учиться вот, да, например, вот режиму дисциплине. Наверное, дисциплина, вот это самое главное. Дисциплина не только в твоей работе, что ты делаешь, да, а дисциплина, наверное, вот как раз вот что... То есть это во всем должна быть, это в жизни должна быть дисциплина. Конкуренция, конечно, в Европе очень огромная, в конном спорте, да, здесь, тем более в Голландии, здесь у людей в каждом огороде, в каждом саду есть лошадь, да, и все мечтают стать чемпионами мира, и все хотят выступать наравне с Эдвардом с Эдвардом Ханспейтером. Это достаточно очень сложно пробиться в голландскую сборную, да, то есть даже молодым талантливым всадником, с хорошими лошадьми, да, но все равно. Когда вы видите молоденького жеребенка, насколько у вас большая вероятность, что он будет вторым Астриксом? Когда мы видим новорожденного жеребенка, что-то определенное сказать сложно. Говорят, лошадь нужно оценивать в возрасте 3 дней, 3 недель, 3 месяцев и 3 лет. 3 days, 3 weeks, 3 months, and И then 3 что years. именно, what's mean in 3 days, и что именно в 3 недели, и что именно он смотрит в 3 месяца? Вы можете понять, я покажу вам позже вживую, когда они гуляют, как они себя ведут. Насколько же ребята пугливые или смелые, активные или флегматичные. Подметить все эти мелочи. Ну и, конечно, уже видны аллюры, поскольку они следуют за кобылой, и мы можем оценить качество рыси и галопа. Очевидно, что мы не можем понять, находится ли перед нами новый чемпион мира. Мы все этого хотим, конечно. Я думаю, все дело в удаче и содержании. Согласен. Вдобавок, чемпион должен иметь особый характер. В 5 лет лошадь уже может стать чемпионом, и большое значение имеет окружение. Конь должен быть смелым, должен доверять всаднику, не бояться новых площадок и окружения. Сколько жеребят у вас рождается вот именно у вас в год? В этом году у нас родилось 11 жеребят. И это много, так как в основном мы получаем жеребят путем трансплантации эмбрионов. Например, в прошлом году мы взяли семя Painted Black и дважды яйцеклетки кобылы, которые затем пересадили суррогатной матери и получили сразу 4 эмбриона.
Ну, сейчас вот как раз, да, то есть у меня такой период будет переходный из Ю-25, да, то есть это гран-при для молодых всадников, потом переходит уже в общий гран-при со всеми топовыми всадниками, то есть это олимпийский уровень, уже последний уровень, да. То есть, ну, как бы на данный момент, да, как бы у меня есть, то есть моя основная лошадь это Чарли Брайан, на котором я сейчас последний год выступаю по Ю-25, и я его буду переводить уже На большие езды. Да, на большие езды. Еще две молодые лошади, которые сейчас я пока на малых ездах с ними выступаю, но это тоже как мои запасные на мое будущее, это лошади. А расскажи про Чарли, про его характер. Про Чарли, это наша, наверное, семейная, потому что Чарли, он родился на руках у Питера. Здесь у нас в нашей конюшне стал Перлей, он и вот так вот остался со мной, то есть не был продан, Питер его снял с продажи специально для меня, и говорит, что это будет твоя большепризная лошадь. Какие элементы он любит делать больше всего? Ему, я думаю, что, Менки. наверное, принимание менки, да, принимание менки и пассаж. Принимание лошади не любит делать, а он любит, А ему да? нравится, ему да, нравится. потому что у него появляется такая как экспрессивность у него появляется на приниманиях. Вот ты сама себя видишь все-таки больше спортсменкой, вот как спортсменка выступающая, или больше занимающая воспитанием лошади? Что тебе ближе? Вырастить эту лошадь, научить? Ну, мне нравится и то, конечно, то есть и когда-нибудь хочется тоже войти в топ-10 мировых всадников, это тоже одна из моих, то есть одна моя мечта тоже, но и сам процесс мне тоже очень нравится, когда, то есть я иногда сама горжусь собой, что я эту лошадь довела до такого, то есть до малых езд или что-то. Я сама, без помощи Питера, потому что Питер, он тоже помогает, он подсаживается, он каждый месяц проверяет моих лошадей. Дальнейшую твою жизнь ты собираешься связывать все-таки с международными стартами, с Голландией? Как ты видишь перспективу? Ну, наверное, все-таки, то есть моя цель, наверное, то есть это пока как бы молодая, да, есть энергия сделать имя, наверное, себе как бы в Европе, да, сделать, заявить немножко о себе, потому что это дальнейшее, наверное, будет как бы бизнес, да, если ты, у тебя есть имя, к тебе идут клиенты, к тебе Первые 20 лет работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Да, но так же, как и произошло, сколько лет работал Питер, да, сколько начинал, сколько, да, можно сказать, пахал на все на это, чтобы сейчас выдохнуть, да, чтобы как-то вот, чтобы были клиенты, чтобы был доход. История Дарьи Сущинской на первый взгляд может показаться сказкой о Золушке. Российская всадница не упустила свой шанс и пробилась в элиту мировой выездки. Но сказать по правде, я не увидела здесь ничего сказочного. Конечно, удача помогла Даше познакомиться с Питером и Марикой Перле, но дальше путь в мировой конный спорт и конный бизнес лежал через тяжелый, упорный и честный труд. В этой маленькой и удивительной Голландии по-другому быть не может. Дарья хорошо усвоила это правило, и сейчас, когда она выходит в настоящую взрослую выездку, у нее за плечами серьезный опыт. Пожелаем ей больших побед в большом спорте.